Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаная История, меня зовут Юлия, и сегодня мы с вами будем вязать эту миленькую куколку. Рост куклы 25 сантиметров, туловище у нее идет цельно вязаное, без единой пришивной детали, голова вяжется отдельно и после пришивается к туловищу. Комбинезончик у нее съемный, тоже идет цельно вязаный, на двух маленьких пуговичках. Подробно о том, какие понадобятся материалы для создания этой куколки, я распишу и оставлю в описании к этому видео. Если коротко, это пряжа Yarnard Jeans 50 грамм 160 метров, волосы связаны или из пряжи Alize Softy. Заглядывайте под видео, там будет все подробно расписано. Так, в этой первой части мы сейчас с вами свяжем вот такое туловище. Так оно выглядит без комбинезона. А во второй части уже свяжем голову и оформим личико. Вариантов волос будет два. Это будет первый, а потом в отдельном видео я досниму второй вариант прически для этой куколки. Но основа у них одинаковая, голова, туловище, все будет вязаться полностью одинаково. Единственное отличие будет в волосах. Если вам понравилась эта куколка, заглядывайте в инфобокс, готовьте материалы и приятного вам вязания. Для начала мы вяжем ручки, после вяжем ножки и уже потом вывязываем тело. Ручки мы вяжем пряжей телесного цвета. Вот так выглядит моя первая ручка, я ее уже связала, а вторую мы сейчас свяжем вместе с вами. Набираем кольцо амигуруми. И в него провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик. Затягиваем кольцо, ставим маркер. Мне это будет ниточка. И вяжем второй ряд. Нам нужно провязать прибавку в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получается 6 прибавок. В самый первый столбик вяжем один столбик, и в эту же петлю мы вяжем второй столбик, провязали прибавку. Далее точно так же первый столбик, в эту же петлю второй, первый и в эту же петлю второй столбик, и вяжем так до конца ряда. В конце у нас получается с вами 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд у нас идет третий. Мы вяжем 3 столбика без накида, прибавка, и так повторяем 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий и прибавку. Первый столбик, второй, третий, провязываем прибавку. И третий раз. Первый столбик, второй, третий, вяжем прибавку. Закончили вязать 3 ряда.
Далее нам с вами нужно с 4 по 25 ряд, это получается всего 22 ряда, нам нужно провязать по 15 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали, в общем, получилось у нас 25 рядов. Дальше в следующую петлю мы провязываем соединительный столбик, ниточку вытягиваем, воздушная петля и обрезаем нить. Обрезаем покороче, потому что ручки мы не будем пришивать, а будем их ввязывать сразу в туловище. Вот такие две детали у вас должны получиться. Приступаем к вязанию ножек. Для этого берем белую нить. Вот так выглядит первая ножка. Идет белая часть и сверху уже идет бежевая. Начинаем с белой. Также делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик. Кольцо стягиваем, ставим марки. Вяжем следующий второй ряд, провязываем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая прибавка. Следующий третий ряд мы вяжем 1 столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз. В итоге у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю мы провязываем прибавку. Снова столбик, в следующую петлю прибавка. Столбик без накида, прибавка. Столбик, прибавка. Пятый раз вяжем столбик без накида, прибавка, и шестой раз 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Далее с 4 по 14 ряд, итого получается 11 рядов, провяжите по 18 столбиков в каждом ряду. Провязали, всего у нас получается 14 рядов, и теперь, если вы уже довязали до конца ряда, последнюю петельку мы наполовину распускаем и оставляем 2 петли на крючке. Белую ниточку мы чуть позже сейчас обрежем. И присоединяем нить цвета тела. У меня это бежевая. Провязываем последний столбик уже бежевым цветом. Сделали смену. И теперь вяжем только за задние стеночки петли. Бежевым цветом. Сразу же ввязывая получившиеся хвостики. Белый уже обрезаем. Получается, у нас есть передняя стеночка у петли и есть задняя. Мы переднюю оставляем, она нам пригодится для обвязки носочка. И захватываем только заднюю полупетельку и провязываем столбик без накида. Сразу же ввязываем хвостик.
И так за задние полупетельки провязываем 18 столбиков без накида. Так, я уже провязала 4. Пять, 6, 7, 8. Видите, как у меня передняя остается свободная полосочка. 9. Провязали так ряд до конца. Следующие ряды мы уже вяжем как обычно, захватывая обе стеночки петли. Дальше вяжем с 16 по 30 ряд. Это получается у нас всего 15 рядов по 18 столбиков без накидов в каждом ряду. Довязали до конца ножку. Теперь наполняем уже полностью, как вам нужно. У меня последние ряда 3, наверное, не совсем нет наполнителя. Здесь я старалась набивать более-менее плотненько. Вяжем дальше, не обрывая ниточку. Теперь нам нужно с вами сложить деталь пополам и провязать 9 столбиков без накида, захватывая обе стороны. Вводим крючок сразу в первую петлю. И вот здесь у нас находится еще одна петля, мы захватываем ее. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Дальше захватываем вторую петлю и со второй стороны также захватываем петлю, провязываем столбик. В общем, связываем 2 детали, 2 стороны вместе. Должно получиться 9 столбиков. Так, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем 8 столбик и в уголку 9 столбик. Далее мы делаем 3 воздушные петли, берем вторую ножку и присоединяем ее той стороной. Смотрите, чтобы где у нас была ступенька, при смене цвета они были на одной стороне, чтобы не получилось так, что у вас в разных сторонах. Это сзади, например, ступенька, на этой ноге спереди. Нужно, чтобы все было аккуратно. Складываем также детальку пополам и провязываем 9 столбиков без накида за 2 стеночки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Вот что у нас получилось с вами. Ряд теперь у нас идет передние полупетельки и задние полупетельки. Мы будем вязать по кругу. Сначала мы провяжем за передние вот эти полупетли, потом развернем вязание, пойдем по второй стороне.
Начинаем. Это у нас получается первый ряд. Будет удобнее считать так. И мы сейчас ниточку оставляем за крючком и начинаем вязать первый ряд. Провязываем только за переднюю полупетельку. Заднюю мы оставляем нетронутой. Провязываем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Теперь мы вяжем прибавку, столбик без накида, и так повторяем 5 раз. Вяжем прибавка, столбик без накида. Второй раз вяжем. Прибавка, столбик без накида. Третий раз вяжем. Уже идем по воздушным петлям. Также за одну полупетельку захватываем. Прибавка. Столбик без накида. Прибавка, столбик, снова провязываем прибавка и столбик. Провязали так 5 раз. Далее вяжем 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Разворачиваем вязание, и по вот этой стороне у нас образовалась полосочка из полупетель, которые мы оставили. Теперь вяжем по ним. Там мы провязали 6 столбиков. Дальше также продолжаем вязать 7, 8, 9, 10. Вяжем прибавку. Так, вот что у нас получается. Дальше мы провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь снова вяжем, подошли мы к петлям воздушным, которые мы провязывали 3. Сейчас нам нужно провязать прибавка, 1 столбик без накида, прибавка. Вяжем прибавка, столбик, и вот здесь 3-я петелька, прибавка. Провязали. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем прибавку. И довязываем 4 столбика. Первый,
2, 3, и вот здесь у нас полупетелька 4. Закончили вязать первый ряд. Всего у нас должно получиться 51 столбик. Дальше со 2 по 6 ряд, это получается всего 5 рядов, нам нужно провязать по 51 столбику без накида в каждом ряду. Провяжите так самостоятельно и потом будем вязать дальше. Провязали 5 рядов, вот удобно считать как раз от этого ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего получилось 6 рядов. Туловище. Теперь вяжем следующий ряд. Нам нужно с вами провязать убавку. Вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова провязываем убавку. Вяжем еще 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязываем убавку. Далее вяжем столбики без накида до конца ряда. Их у нас должно получиться 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24 и 25. Закончили вязать 7 ряд. Следующий 8 ряд провяжите 48 столбиков без накида. Провязали. Следующий вяжем 9 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 6 раз. В итоге в конце ряда у нас должно получиться 42 столбика. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем убавку. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Это мы с вами провязали так 2 раза, еще 4 раза точно так же довяжите до конца ряда. Довязали. Далее 10, 11 и 12 ряд провяжите по 42 столбика без накида в каждом ряду. Получается всего 3 ряда по 42 столбика. Провязали 3 ряда, вяжем следующий. Это у нас 13 ряд.
Мы провязываем 5 столбиков без накида убавка и так повторяем 6 раз. В конце ряда у нас получается 36 столбиков. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, провязываем убавку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Так мы провязали 2 раза, еще 4 раза провяжите точно так же. Довязали. Далее с 14 по 19 ряд, это получается у нас всего 6 рядов, нам нужно провязать по 36 столбиков в каждом ряду. Закончили вязать 19 рядов в общем, и дальше вяжем следующий 20 ряд. Нам нужно провязать не 36 столбиков, как было в предыдущих рядах, а 34. И это у нас уже будет новое начало ряда. Провязываем 34 столбика и будем примерять расположение ручек. Провязали. Мы это сделали для того, чтобы нам было проще ввязывать ручки и не путаться потом с началом ряда, который окажется посередине. Так, теперь смотрим. На ручку нам потребуется 6 петель с каждой стороны. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между ручками будет 12 столбиков. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. И здесь начнется вторая ручка. Смотрим, одинаково ли они будут располагаться по отношению к ножкам. Можете наполнить нижнюю часть уже. У меня это самое подходящее расстояние. Если у вас немножко уходят ручки в сторону, например, одна здесь, вторая вот здесь, вы провяжите еще дополнительно столбик, и будет у вас новое начало ряда перемещено на один столбик, чтобы выровнять. Ну а еще проще это сейчас связать один ряд и уже после этого посмотреть, все ли ровно. Начинаем вязать 21 ряд. Берем ручку. Ручки я наполнила. Здесь все плотненько. Единственное, сверху прям до конца не добавляла наполнитель. Если будете прям плотно наполнять, еще будет возможность это сделать. Так, присоединяем ручку к туловищу. Захватываем петлю на ручке и сразу же захватываем петлю на туловище. Провязываем их вместе. Первый раз. Дальше снова захватываем петлю ручки и туловища. Также провязываем их вместе. Это второй раз. Следующий, третий. Также захватываем петли, провязываем вместе. Четвертый. Пятый. И шестой. Далее мы вяжем по туловищу 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Теперь то же самое делаем со второй рукой. Захватываем петли ручки и туловища. Первый столбик, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь на этом моменте уже можно посмотреть, как у нас располагаются руки. Вот. У меня все ровненько. Ну, может быть, конечно, кажется, но вроде все ровненько. Посмотрите на ручки вашей куколки. И вяжем дальше. Довязываем до конца ряда 12 столбиков. Новое начало ряда у нас теперь вот здесь. Мы его отметили. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12. Далее нам нужно 22 ряд провязать 42 столбика. Но вот эти 6 петель, которые у нас были связаны вместе с ручкой и туловищем, мы не будем провязывать, а будем провязывать по оставшимся петлям руки и петлям туловища. Так, ниточку подтягиваем потуже и крючок вводим в первый столбик на ручке. Обязательно ниточку потуже, чтобы здесь у нас не образовалось потом большой дырочки. Провязываем первый столбик. Вяжем по оставшимся петлям ручки. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Далее 12 по туловищу. Точно так же подтягиваем под ту же ниточку и захватываем первый столбик. Первый, видите, у нас дырочек не образовалось. А если будет слабо, то они будут сильно заметны. Так, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12. Также подтягиваем плотно. Начинаем провязывать петли ручки. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вот здесь у меня 9 столбик. Это был соединительный. Так, и провяжите еще 12 столбиков по туловищу. Я немного наполнила нижнюю часть, но не до конца, чтобы наполнитель не мешал вязанию. Вяжем следующий ряд
Это у нас получается 23. Мы провязываем убавку. Далее вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем убавку. Она у нас как раз находится на переходе от рук к туловищу. Дальше мы вяжем 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Провязываем убавку. Далее вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. И теперь провяжите до конца ряда 12 столбиков. Всего должно получиться у нас после убавок в 23 ряду 38 столбиков. Довязали, вяжем следующий ряд. Это у нас уже получается 24. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Провязываем убавку. Дальше мы провязываем 16 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 16. Провязываем убавку. И теперь довязываем 15 столбиков без накида до конца ряда. Довязали. Следующий ряд 25. Мы провязываем 4 столбика без накида, убавка. И так повторяем 6 раз. В конце ряда у нас с вами остается 30 столбиков без накида. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку. Провяжите точно так же еще 5 раз. Довязали. Следующий 26 ряд. Мы провязываем 3 столбика без накида, убавка. И также повторяем до конца ряда 6 раз. В итоге у нас получается 24 столбика. Уже можно наполнять деталь туловища. Ручки вот здесь я оставляю мягкими, не сильно набитыми, чтобы они потом у нас не торчали вот так в разные стороны. Так, провязываем первый, второй, третий столбик и вяжем убавку. Первый, второй, третий столбик,
И провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. Я добавила немного наполнителя вот в эти части, где переход от ручки к шее, но совсем немножко, они прям остались мягенькие, а тело уже набило плотно. И вяжем следующий 27 ряд. Нам нужно провязать 2 столбика без накида убавка и также 6 раз повторить. В итоге у нас получится 18 столбиков. Провязываем первый, второй столбик и убавку. Первый, второй столбик и заново убавку. Повторите так до конца ряда. Провязали. Далее 28 и 29 ряд провязываем по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Всего получается 2 ряда. Провязали. Следующую петлю вяжем соединительный столбик, воздушная петля, вытягиваем ниточку. Я отрезаю подлиннее, потому что потом этой же нитью буду пришивать голову к телу. Туловище нашей куколки готово. Следующим этапом мы с вами будем вязать голову.